Сейчас мы с вами узнаем, каким образом можно выбить 4 легендарки за 30, мать его, круток. Ладно, надеюсь, что у всех сердечко сегодня довольно-таки сильное. Не забывай, что ты также можешь попасть на обзор, либо на открытие молитв. Все, что нужно сделать, это оставить заявку в моем дискорде. Ссылочка будет в закрепленном комментарии. Ну что, привет, здравствуй. Привет. Я, наверное, уже каждый раз говорю привет, здравствуй. Не знаю, что за привычка дебильная у меня появилась. Ну, в общем, давай начнем по порядку. Как тебя зовут? Меня зовут Антон. Давай глянем, какой у тебя ранг приключений. 57-й, скоро будет 58-й. Ого. Давай посмотрим на количество персонажей, которые ты успел нафармить за все это время. Это получается почти больше года ты уже играешь, да? Да. Чуть больше года. Чуть больше года. Так, ну давай глянем. Сколько у нас? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10. 10 легендарных персонажей у тебя. Неплохо. Но я так полагаю, все у тебя 4-звездочные персонажи или нет? Почти все, к Саю только нет. А, вот оно что. Я думал, сейчас Беннет ты скажешь. Нет, у меня Беннет C4. Я баннер Саю не крутил сильнее, потому что, во-первых, я крутил тогда Аяку. Баннер Аяки меня жестко заскамил. Зато с Баал повезло. Ну, мы к этому вернемся. Я думаю, можно время не терять, а сразу переходить к созвездиям. Будем смотреть, что за созвездие у человечка-то. Так, первый у нас Баал, самый прокачанный персонаж, который у тебя есть. И тут, ребята, просто 4 консты на... Чего, Рейден? Как просто? Офигеть, слушай, Слушай, ты донатил вообще в игру или нет? Так, ну смотри, вот эти вот бонусы я снимал. Но по одному разу, чисто по приколу. И один раз, когда вот еще вот эти вот не обновились, я покупал этот пак кристаллов, но покупал я его чисто для костюма Неджи. Все. Ага, я понял. Короче, вот большие паки ты не покупал, да, получается? Нет, ни разу не покупал. У меня просто денег на такое нет. Ага, значит, у нас, ребята, тут интересная ситуация. Я-то думал, что ты задонатил на 4-звездочного персонажа. Ой, 4 созвездия, блин. А тут оказывается, что не так уж и много ты задонатил. А ты копил на Баал или нет? Копил. И сама Баал мне упала на 50-й крутке. Вместе с Сарой. Ага. Но в чем самый прикол, я сейчас покажу. Ага. Так, Райден. Сейчас, Райден. Чё? Сейчас, подожди. Так, где у меня первая Райден? Это просто капец. Вот, первая Райден. Через 10 круток после первой Райден мне падает 2 Райден с 10 роллов. Так, чтобы ты знал. Это 2 Райден в одной десятке было, да. Чего? Это чё за... Как такое может быть? Минуточку. Ты крутанул 10 раз, и тебе 2 Райден выпало прям вот в одном... Да, причем я вот первый раз, когда она за 50 круток она мне выпала, я крутанул 10 раз, и мне выпало 2 Райден. Но это еще не все. Потом я крутанул еще 10 раз, и мне снова выпало Райден. Нет, знаешь, я в шоке просто, я не знаю. Ты понимаешь, что вот то, что ты выиграл, это там 0,17 что ли, там какой-то, ну просто мизерный процент выбить легендарку, то ты мало того, что ты 4 раза в этот процент как-то умудрился залезть, так ты еще 50 на 50 4 раза выиграл. Не 4, я 5 раз выиграл. 5 Райден. Это не все. 5 Понимаешь, Райден. всего 5 Райден, а это C3. А у меня C4 Райден. И смотри, и через 11 круток. Не, ну я не знаю, ты пищал, наверное, да, когда это... Я знаешь, я просто сидел, знаешь, в трауре. Простите. Как такое бывает вообще? Такое вообще возможно? Со мной ли это происходит? Может, я не знаю. Слушай, ну это настолько уникальный случай, что просто капец. Это просто насколько большое стечение обстоятельств, что просто, я не знаю, это капец просто. Я не знаю, напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу, но мне кажется, что это просто открыть рот и не закрывать его сейчас. Офигеть. Слушай, реально круто. Я не понимаю просто, это сколько? 80 молитв где-то, да, получается? 71 молитва я где-то посчитал примерно так. 5 Райден за 70 молитв.
Слушай, а у тебя только с райдом такое было или еще как-то? У меня еще есть это. Выпало на 65-й крутке. Фух, ладно, я не знаю, мне нужно будет оклематься просто от увиденного, это шок. Давай ты пока показывай нам другие созвездия на персонажей. Иола, в принципе. Тут по созвездиям у меня 0, но зато у меня есть на нее Сигна тоже. Так, ну давай идем дальше по созвездиям. Беннет. Что у нас с Беннетом? Ну, Беннет C4. Беннет C4. Кстати, это интересно. Я думал, уже, в принципе, за год игры можно было бы собрать C6 Беннета, но, оказывается, нифига не можно, блин. У некоторых вообще Беннета нет за всю историю аккаунта. Ага. Вот еще, кстати. Дальше Сара. Сара C1. Угу. Давай дальше, Джин. О, ну тут сразу видно, что 50 на 50 не везет. Тут уже, в принципе, все понятно. Ну, костюмчик, да. Дальше Ганьюй, но тут C0. Особо ничего нету. Баннер Аяки, который меня заскамил. Ну, есть и хорошо. Хутао с посохом Хома. Кстати, тоже интересно получилось. Капец. Саму Хутао ролял, понимаешь? Она мне выпала где-то на 88 или на 89 100%. Зато Хома был 17-й. Капец. Я не понимаю просто, почему мне в оружейном баннере, блин, не везет. Да капец, он меня максимально просто заскамил. Так, следующий. Розария. Розария C2. Кацин C1 должна быть у тебя, да? Да, C1. Кли C0, Ноэль C6. Ну, в принципе, у тебя довольно-таки большое количество четырехзвездочных персонажей должны быть C6, потому что много времени уже прошло-то. Ну, вот, кстати, насчет Барбары. Я думал, что это у меня будет самый первый персонаж C6, но самым первым C6 у меня был Чунью. Фишей C5, Синсю C6. О, полностью уже забитый пацан. Эмбер C1, интересно. CC1. CC1. Кстати, вот мне недавно ж выпало CC вместо Тартали. И я, значит, поиграл. И оказывается, блин, неплохой персонаж. Ну, идем дальше. Элой. Дилюк, которого я хейчу. С Элой. Я уже захотел это консоль на Элой смотреть. 0, как и у всех. Так, Дилюк. Дилюк C0. Нингуан. О, интересно. Ну, неплохо. C6 Сахаровска, хорошо. Не, ну, как я и говорил, довольно-таки много C6 четырехзвездочных персонажей, это прям прикольно. Да, 0, так, C2. 0, Бейдоу, тоже, C2. Кстати, 0. Вот это вот я хочу C6. О, Янфэй имба, конечно. Я уже даже артефакты на нее собрал, оружие у меня на нее есть. Не, ну она прям имбовая, реально. Особенно вот когда C6, это все, это убийца. Ну и эти двое у меня C6. Ну что, переходим к оружию. А тебе сильно, я тебе скажу, везет в оружейном баннере, это капец. Ну мы видели уже многие сигнатурки, но я смотрю, у тебя чугун с волчьей погибелью ходит. Да. Вы просто представьте, вот ему настолько уже некуда девать это все, что просто... Ну, кстати, как вот говорят, C6 четырехзвездочные персонажи лучше, чем C0 легендарки. Поэтому, вот, мне кажется, не зря ты его запихнул. Я думаю, когда тебе выпадет Саю, ты первым делом волчью погибель на нее запихнешь. У нас сколько получается? 7 легендарных оружий. Это, ну, это офигенно, это очень много. Это прям супер много. С учетом, если ты, ну, не особо так и донатил, по факту. Мне интересно, что с твоим чайником? Ты чайник устраивал как-то красиво или нет? Да, он у меня обустроен, тоже вроде бы неплохо обустроен. О, интересно, наконец-то. Я не знаю, уже который 5-й обзор подряд не могу нормально чайники какие-то посмотреть, потому что, ну, никто их красиво не делает их. Так, что у нас вот интересно? Слушай, нифига себе у тебя дворик интересный. Ну смотри, я так намаялся с этим забором. Это просто пипец. Я материться был. Я матерился даже как сапожник. Это жесть просто. Михоя, криворукий. Ну ладно, не буду говорить. Ты знаешь, не один ты такой, потому что все, кто приходил показывать мне свой чайник, они также все ругались на этот забор. Так, ну давай глянем на твою деревню. Не, наконец-то красиво увидел спустя такое большое количество времени, наконец-то увидел красивый, блин, чайник. Так, ну давай посмотрим. У нас это что, кухня? А, кстати, Сянь Линь, здравствуй, на кухне. Угу, интересно. Основной кабинет, который я самый первый обустраивал свой. Ну ничего не сказать, симпатично обустроен чайник. В принципе, тут есть на что посмотреть. И в принципе, когда приходишь, тут не пусто. Но давай теперь интересненькое тоже посмотрим. Интересно, мы уже видели, сколько у тебя накоплений.
Да, поэтому что? Нам все, что остается сделать, это круточка на удачу. Мы будем с тобой, значит, делать круточку на удачу и надеяться, что тебе выпадет и посох. Ой, посох у тебя есть. Выпадет созвездие и не одно, чтобы ты повторил судьбу Бал. Так, ну что, давай. Че уселся? Заходи. Я могу еще показать, какие у меня артефакты. У меня, в принципе, есть пара. Мы артефакты забыли, точно. Мы артефакты, точно. Давай. Круточка на удачу подождет. Мы забыли артефакты, поэтому давай сейчас посмотрим на артефакты. Насчет артефактов. Был у меня тут один очень необычный артефакт, который я буквально недели 3 назад выбил. Достаточно хороший. Я прям офигел, как мне прокачался. Это вот это вот. Ого! 35% крит урон, шанс крита еще есть. Неплохой, я тебе скажу, артефакт. Цветочек прям топовый. Что еще? Есть? Чем еще удивишь? Ух ты. 20 практически крит урон и шанс крита еще. Ну, офигенное соотношение, тебе скажу. Прям вообще топовое. Ого! У нас, значит, шляпа на крит урон с шансом крита. Плюс здесь сила атаки плюс 15. Офигенный артефакт, блин. Вот тоже хорошие часы у меня. Не, ну за такое время, конечно, можно было хорошими обзавестись артефактами. Ну что, побежали тогда делать круточку на удачу. Я буду крутить стандартный, потому что если мне выпадет Тарталья... Слушай, зная твою удачу, все возможно. Ну что, ну давай, главное, чтобы у нас еще одна конста на КЦ не выпала. Хотя было бы прикольно. Мы на многое не надеемся.